Когда внук начал разбирать пол в старом семейном фермерском доме, он и подумать не мог, что войдет в историю. Под домом его бабушки и дедушки было спрятано нечто, что поразило историков. Запах гниющего дерева и слой пыли, покрывающий каждую поверхность, были первым, что заметил Джон, войдя в старый семейный фермерский дом. Он прикрыл рот и нос рукой и бросился открывать окна, чтобы избавиться от зловония древности. Фермерский дом пустовал с тех пор, как умерли его бабушка и дедушка, и его отец, Дэвид, унаследовал собственность. Для Дэвида дом был не просто зданием. Это напоминало о каждом лете, которое он проводил, помогая отцу чинить заборы, о каждом празднике, проведенном за обеденным столом, и о каждом моменте его детства. Поэтому Дэвид не хотел продавать дом. Дважды в месяц он ездил за 40 минут от города, методично проверяя каждую дверь, чинил разбитые окна и отгонял любопытных подростков. Владелец местного хозяйственного магазина видел, как он загружал свой грузовик расходными материалами, краской, которая так и не попала на стены, пиломатериалами, которые так и остались сложенными в сарае, и инструментами, которые так и остались в упаковках. «В следующем месяце я начну ремонт», — говорил Дэвид. Жители города наблюдали, как дом постепенно приходит в упадок. Соседи вспоминали, как в фермерском доме проводились общественные собрания, а сад бабушки Джона получал призы на окружной ярмарке. Теперь они называли его «домом-призраком». Не потому, что кто-то верил в духов, а из-за того, что это был призрак того, каким было их сообщество раньше. Затем, когда Дэвид умер, он оставил Джону собственность, замороженную во времени. Джон не посещал ферму в течение нескольких лет после того, как унаследовал ее. Жизнь в городе заставляла его быть занятым, и мысль о ремонте старого дома казалась ему невозможной. Ремонт стоил бы слишком больших денег, а перебирать старые семейные вещи казалось слишком сложной задачей. И вот однажды он получил письмо из округа. Они сказали, что дом становится опасным и нуждается в ремонте, иначе его снесут. Джон взял недельный отпуск на работе и поехал в Техас. Стоя перед фермерским домом, он попытался подсчитать расходы. Новая крыша обошлась бы в $3000. Электрическая система требовала полной замены еще $2000. Ремонт сантехники, строительные работы и элементарные обновления — это больше, чем он мог себе позволить. Он решил, что придется продать дом, но сначала нужно привести его в порядок и придать ему достаточно приличный вид, чтобы кто-нибудь захотел его купить. Он начал с того, что расчистил двор перед домом. Сорняки разрослись так, что трудно было разглядеть ступеньки к парадному входу. Сами эти ступеньки были проблемой. Дерево так сильно сгнило, что ими было небезопасно пользоваться. Внутри было не лучше. Обои отваливались длинными полосами. В каждой комнате была паутина. Джон нашел на кухне стулья со сломанными ножками. В углу гостиной стоял неработающий телевизор. Каждую комнату заполняли картонные коробки с вещами его бабушки и дедушки. Каждое утро Джон выбирал одну комнату для уборки. Он складывал вещи в 3 стопки. Вещи, которые нужно было сохранить, вещи, которые можно было выбросить, и вещи, которые можно было пожертвовать. Разбирая вещи в гостиной, он обнаружил, что книги его деда все еще стоят на полках. Он взял экземпляр «Остров сокровищ», вспоминая, как читал его. Его дедушка обычно сидел в кресле неподалеку и рассказывал свои истории о приключениях под парусом и спрятанных сокровищах. Тогда Джон верил каждому слову. У него болела спина от того, что он поднимал коробки. Его руки были покрыты пылью. Но дом начал выглядеть лучше. Он мог ходить по комнатам, не натыкаясь ни на что. И вот настал день, когда он решил прибраться под лестницей. Это было небольшое помещение, которое его бабушка использовала в качестве гардеробной. Внутри на крючках все еще висели старые пальто. Джон вытащил все из шкафа и заметил, что ковер под ним порван.
Он ухватился за край, чтобы подтянуть его. Именно тогда он увидел металлическую ручку, прикрученную к полу и спрятанную все эти годы под ковром. Зачем его бабушке с дедушкой понадобилась ручка на полу? Зачем прятать ее под ковром? Она выглядела так, как выглядят дверцы люка. Деревянный пол вокруг нее был вырезан в форме идеального круга. Кто-то очень тщательно все спланировал. Джон попытался поднять ее, но ручка не поддавалась. После нескольких минут попыток его руки устали, а ручка не сдвинулась ни на дюйм. Он сел на пол и уставился в свой телефон. Кто мог бы помочь с чем-то подобным? Он просматривал свои контакты, пока не нашел Роберта, слесаря, который несколько дней назад помогал ему менять замок на входной двери. Джон не знал, что скрывается за этим люком, но он знал одно — его бабушка и дедушка хранили это в секрете не просто так. Роберт приехал через час. Когда он увидел металлическую пластину, любопытство на его лице сменилось профессиональным интересом. «Это не просто какой-то случайный кусок металла», — объяснил он, проводя пальцами по краю. «Это напольный сейф профессионального класса, вероятно, был установлен в 30-х годах прошлого века. Такие сейфы встроены непосредственно в фундамент для обеспечения максимальной безопасности. У ваших бабушки и дедушки должно быть было что-то ценное, что они хотели защитить», — рассказал слесарь. Они работали вместе несколько часов. Роберт применял различные приемы, чтобы справиться с древним сейфом, а Джон держал лампы и подавал инструменты. Солнце уже начало клониться к закату, когда они, наконец, услышали характерный щелчок, свидетельствующий об успехе. Джон снова взялся за ручку. На этот раз дверь распахнулась с протестующим скрипом металла. Луч его фонарика осветил стоячую воду на дне сейфа, а также то, что выглядело как аккуратно сложенные кирпичи. У него упало сердце, когда он вспомнил о прорыве трубы, который затопил первый этаж много лет назад. Все сокровища, спрятанные здесь, вероятно, были уничтожены водой. И все же он начал осторожно вынимать кирпичи. Они были расположены в точном порядке, создавая защитный слой поверх того, что находилось глубже. У него перехватило дыхание, когда он поднял последний кирпич. Под защитным барьером обнаружилась неожиданная историческая находка, большая часть которой сохранилась несмотря на наводнение. Первым экспонатом, который появился после многолетнего хранения, стала книга для коллекционирования монет 1937 года. Хотя ее обложка пострадала от воды, содержимое сохранилось на удивление хорошо. Его дед обернул каждую страницу защитными материалами. Его предусмотрительность спасла коллекцию от уничтожения. Но эта книга была только началом. Появились новые книги о монетах, каждая из которых содержалась в идеальном состоянии. Затем появились отдельные монеты, некоторые из которых были обычной валютой своей эпохи, другие — уникальными. Джон узнал монеты в виде головы индейца, которые он видел только в путеводителях для коллекционеров. Страсть его деда к нумизматике была глубже, чем кто-либо предполагал. Затем появились поврежденные водой долларовые банкноты. Их края размягчились и покрылись пятнами от влаги. Но даже они свидетельствовали о тщательной сохранности. Они были разложены по годам выпуска и номиналу, завернуты во что-то похожее на вощеную бумагу. Некоторые из них были выбраны из-за их уникальных серийных номеров или необычной печати. Затем появились серебряные слитки. Они блестели в луче фонарика так, словно их только вчера отполировали, а от потускнения их защитила тщательная упаковка. На многих из них были нанесены подробные гравюры, указывающие на их происхождение и чистоту. Джон никогда не знал, чтобы его бабушка и дедушка коллекционировали драгоценные металлы. Затем его внимание привлекла ржавая шкатулка. В отличие от других предметов, она, казалось, была добавлена в спешке и охранялась менее тщательно. Когда Джон, наконец, открыл крышку, он обнаружил внутри ювелирные украшения и карманные часы.
Хотя некоторые предметы были повреждены влагой, другие сохранились в удивительно хорошем состоянии. Возможно, это были семейные реликвии или ценные вещи, приобретенные за годы коллекционирования. Джон уставился на растущую груду вещей из сейфа. Задача была слишком сложной для одного человека. Ему нужна была помощь в перевозке и организации этих находок. К счастью, его двоюродный брат Алекс жил в соседнем округе. Через один телефонный звонок он уже направлялся на ферму. Алекс приехал на своем грузовике, готовый помочь с работой. Они оборудовали рабочее место рядом с сейфом, установив столы и светильники, чтобы рассмотреть каждый предмет. Джон обращался с деликатными предметами, одновременно обучая Алекса правильному оформлению документов. В процессе разбора обнаружились новые сокровища. Из кучи были извлечены серебряные доллары, сохранившие свой блеск, иностранные монеты со всего мира. Большинство бумажных денег пострадали от воды, но монеты сохранились в хорошем состоянии. Пол вспомнил, как дедушка учил его коллекционировать монеты, когда он был маленьким. Он показал ему свою маленькую витрину, но никогда не упоминал о обширной коллекции, спрятанной под полом. Монеты занимали 3 контейнера для хранения. Для серебряных слитков требовалась отдельная коробка из-за их веса. Джон осмотрел каждый уголок сейфа с помощью фонарика, но подземный сейф не стал последним сюрпризом. Вторая находка произошла совершенно случайно. Во время уборки кабинета Алекс заметил кое-что странное в старом кофейном столике. Казалось, что его вес распределен необычно. При ближайшем рассмотрении был обнаружен еще один сейф, встроенный в саму мебель. Оказалось, что этот сейф легче открывать, поскольку его механизм с годами был лучше защищен от влаги. Внутри они обнаружили бережно хранимую коллекцию пистолетов своего деда, каждый из которых был завернул в вощеную ткань. Но под пистолетами лежало настоящее сокровище — пачка банкнот с подписью «Джозеф Бар». Значение этих банкнот было очевидно не сразу, пока Джон не начал их изучать. Он обратился к интернету за ответами и разместил каждую фотографию в социальных сетях, надеясь, что кто-нибудь сможет объяснить его находки. Отклик превзошел все ожидания. Валютные эксперты заметили в купюрах нечто примечательное — подпись. Ее присутствие изменило все. В 1968 году Джозеф Бар стал министром финансов. Он занимал эту должность 29 дней. За это короткое время казначейство напечатало банкноты с его подписью. Цифры говорят сами за себя. Казначейство напечатало 400 миллионов долларовых банкнот с подписью «Барра». На первый взгляд это кажется огромным количеством. Однако в течение этого периода казначейство печатало миллиарды банкнот ежегодно. В конце года банкноты составляли менее 1% от всей валюты, выпущенной в обращение. Большинство банкнот поступили в обращение. Люди использовали их для покупки продуктов, оплаты счетов и совершения повседневных покупок. Банкноты износились, банки уничтожили их, и они перестали существовать. Но дедушка Джона поступил по-другому. Он понимал, что эти банкноты могут стать значимыми. Он собирал их, оберегал и бережно хранил в сейфе в своем журнальном столике. Куратор Музея валюты объяснил важность этого. Сегодня найти одну единственную банкноту — большая редкость. Найти коллекцию такого размера, сохранившуюся в хорошем состоянии — исключительный случай. Эти банкноты отражают уникальный момент в истории казначейства США. Стоимость банкнот варьируется в зависимости от их состояния. Потертые банкноты могут продаваться по цене $500, но за хорошо сохранившиеся банкноты, как и за многие другие в коллекции Джона, можно выручить $1000 за каждую. Помимо своей денежной ценности, банкноты рассказали кое-что о дедушке Джона. Он собирал эти банкноты не случайно.
Каждая банкнота была тщательно отобрана. Он выбрал банкноты с четким номером, хорошим качеством бумаги и минимальным износом. Каждая купюра была тщательно завернута в защитную бумагу, что свидетельствует о том, что его дед знал, как правильно хранить деньги. А самым ценным оружием была редкая модель 1920 года, которой почти ни у кого не было. Всего была изготовлена 1000 пистолетов, и большинство из них были уничтожены. Дед Джона нашел его на распродаже в 1963 году. Сегодня один этот пистолет может стоить больше, чем все остальное, вместе взятое. Джон понял, что нашел не просто ценные вещи. Он обнаружил фрагменты американской истории, которые бережно хранили его бабушка и дедушка. Джон посмотрел на свой банковский счет, а затем на стоимость ремонта фермерского дома. Цифры не сходились. Содержание дома стоило бы больше денег, чем у него было, но, обнаружив коллекцию своих бабушки и дедушки, он не смог заставить себя продать собственность. Джон продал несколько редчайших предметов коллекционерам, что дало ему достаточно денег, чтобы починить крышу фермерского дома и заменить прогнившие полы. Он также потратил немного денег на установку надлежащих систем отопления и охлаждения, чтобы в доме было комфортно круглый год. Остальные редчайшие экспонаты были переданы в Национальный музей валюты. Музей сохранит и выставит их на всеобщее обозрение. Дорогие зрители, как вы думаете, правильно ли поступил Джон, передав большинство своих находок музею, или ему следовало продать их тому, кто больше заплатит? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.